Друзья, всем привет! Сейчас вам расскажу ужасающую новость. Оказывается, в Германии будут города и федеральные земли брать кредиты для того, чтобы содержать прибывающих беженцев. Если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца, и вы будете разбираться в этом вопросе. Ну и, конечно же, друзья, не забудьте подписаться на мой канал. Итак, мы все с вами знаем, что во вторник Бундестаг внес поправки в основной закон, чтобы ослабить в Германии долговой тормоз, чтобы вообще, я бы сказал, даже убрать. А также им были смягчены меры по ограничению государственного долга для каждой федеральной земли. Чем, собственно говоря, и воспользовался Сенат Берлина. Берлин берет на себя новые долги только ради беженцев. Дело в том, что в Берлине плачевная ситуация, не хватает банально денег для того, чтобы содержать беженцев. Эта тема уже обсуждалась давно, еще осенью 2024 года. Сенат Берлина планирует взять миллиарды евро в виде нового долга, чтобы покрыть растущие расходы на размещение беженцев. Дело в том, что в Берлин тоже прибывает очень огромное количество просителей убежища из разных неблагополучных стран. Еще раз повторюсь, эта возможность возникла со вторника, поскольку Бундестаг внес поправки в основной закон, который разрешает выдачу специальных займов, и федеральным землям снова разрешили брать кредиты. Ранее эти кредиты было запрещено брать, и поэтому был долговой тормоз. В будущем каждой федеральной земле будет разрешено брать на себя новые долги, новые кредиты в размере 0,35% номинального валового внутреннего продукта в год. Благодаря этому смягчению Берлин сможет занимать около 670 миллионов евро в год. И эти деньги будет тратить на содержание беженцев, которые потом, как показывает статистика, только через 6 лет 43% мужчин, беженцев, устраиваются на работу на полный рабочий день. Правящий бургомистр Кай Вегнер, ЦДУ, высоко оценил решение Бундестага, ведь эта инициатива была именно Союза, поскольку Берлин имеет огромное бремя и огромные проблемы с размещением беженцев, которые становится все более дорогим каждый месяц. Предусмотренный лимит в 1 миллиард евро в год уже давно превышен. И в Берлине, в бюджете Берлина на содержание беженцев просто банально, катастрофически не хватает средств. Высокопоставленный политик берлинского ЦДУ, который пожелал остаться неизвестным, еще в прошлом году раскритиковал правительственные меры в отношении нелегалов. Вот что он сказал. Без нелегальной миграции у нас не было бы финансовых проблем. То есть не надо было бы брать кредиты. Теперь же город должен закрывать финансовую дыру, беря кредиты на размещение и содержание беженцев. Сенатор-экономист Франциска Гиффи уже объявила о намерении взять чрезвычайный кредит на покрытие расходов для беженцев. Мы планируем наш государственный бюджет на 2026-2027 год, предполагая, что сможем получить доступ к дополнительным кредитам, заявила она. Ну а поскольку, как я уже сказал, Бундестаг разрешил федеральным землям брать кредиты, да, то, соответственно, она сразу объявила о том, что размещать и содержать беженцев в Берлин будет уже за счет кредитных средств. Вот такая, друзья, ситуация. Поэтому, складывается впечатление, что больше не надо никуда вкладывать деньги в Берлине, да, а только надо брать кредит и эти деньги вкладывать на размещение беженцев и их содержание. То есть, то, что там не хватает учителей, что там с больницами проблема, что со страховкой проблема, потому что повышаются страховые выплаты. То есть, это как бы не есть проблемы, наверное, да, и туда деньги вкладывать не надо. Но зато иностранцев, которые непонятно будут работать или не будут работать, да, их надо содержать. И вот на это
власти Берлина готовы взять кредиты. И это не только касается Берлина. Есть в каждой земле города, которые будут точно так же поступать, как и власти Берлина, потому что бюджеты у многих уже не позволяют содержать беженцев. И надо будет брать кредиты, брать взаймы деньги, чтобы содержать вновь прибывающих и прибывающих беженцев. И напомню, что ежедневно по статистике БАМФа в Германию прибывает примерно 2000 беженцев. Ну, разными путями. И легальным, и нелегальным путем. И всех их надо, скажем так, о всех их надо заботиться, и о всех их надо содержать. И содержание это происходит, конечно же, за счет немецких налогоплательщиков. Друзья, что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.